какая тема конференции, Валентин Иванович? Тема простая. Предупреждение ненатальной смертности в первом триместре беременности. Это очень важно. Важно, но неожиданно. Я сегодня пообещал одному очень влиятельному господину из администрации, что приму его дочь. Направьте его ко мне. Да? Конечно. Спасибо, Роман. Там прерывание. Отец настаивает, и дочь вроде не против. Так что вы ее обследуйте и выпишите направление на аборт. Как ее зовут? Маргарита Соловей. Несовершеннолетняя? Да нет. А почему тогда на аборте настаивает отец? Ну, насколько я знаю, девочка наркозависима. Вот, проходила курс лечения в реабилитационном центре. Ну и там забеременела. Именно. Понятно. Так что еще раз спасибо, что выручили коллеги. Да, я запомнил. Маргарита Соловей. Спасибо. Рит, ну какого? Да пошли ты своего папашу куда подальше. Мне сказала, если сегодня придут, денег даст. Что, аборт сделаешь? Не знаю. А может, рожать? А кто отец, знаешь? Откуда я знаю? У нас там в центре все друг с другом из скуки спали. Понимаешь? А это мой ребенок. Вот я его в интернат не сдам. Широков. 3-й этаж. Пошли. Ну, нормально. А какого пришли, если рожать хочешь? У папаши бабла скачаю, потом обрадую. Тоня, ты б рожала? Ну что, Марьяна, анализы ваши пришли. Сейчас посмотрим, как наши дела. Я думаю, все замечательно. Откуда такая уверенность? Так, Рублева. Муж сказал. Он такие вещи чувствует. Знаете, доктор, у меня 2 выкидыша было. И когда я забеременела снова, Рублев мне говорит: Марьяночка, у нас с тобой непременно будет мальчик. Поэтому... Так у вас муж не только скульптор, он еще и провидец. Нет, он просто самый лучший. Ну, судя по вашему счастливому лицу, так оно и есть. А вот ваши анализы. Так. Марьяна, у вас положительная реакция у вас с Романом. Слышь, Тонь, аборты, наверное, очень больно. Если бы мама была жива, она бы никогда не разрешила папаше меня терроризировать. Рита, не ной, сама виновата. Ты лучше глянь, как думаешь, что этот дед тут делает? Бабка его прихворала. Что это значит? Это значит, что у вас могут быть такие инфекционные заболевания, как, например, сифилис. Не пугайтесь раньше времени. Мы проведем вам скрининговое обследование, тогда можно будет говорить более конкретно. Сифилис? Это какая-то ошибка. Скорее всего, это ошибка. Будем на это надеяться, но звоночек прозвенел. Давайте мы проведем полное обследование, чтобы исключить любые подозрения. Скоро уже наша очередь. Марьяна, что с тобой? Да ничего, придется заново обследоваться. Почему? Не знаю. Ничего себе у детки бабка. Богатый детка. Все, пошла сдаваться. Про наркотики не говори. Ты что, больная? Это наш ребеночек? Мальчик. 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 Он красавец. Ты плакала? Да ерунда какая-то. Анализы показали подозрение на сифилис. Да чушь какая-то, они ошиблись. Все. Больше ты сама к врачу ходить не будешь.
А будешь ходить со мной? Ну что, Маргарита, одевайтесь. У вас 12-я неделя. Проходите, садитесь, и давайте поговорим серьезно. Когда ты в последний раз принимал наркотики? А с чего вы взяли, что я их принимала? Вы знаете, часто бывает очень трудно определить, принимала ли беременные наркотики. Это большая проблема. Но в вашем случае все гораздо проще. Вы же лечились в реабилитационном центре для наркозависимых. Вам мой папаша сказал? Ну, неважно, кто сказал. Ну, было. Но я после центра наркотики не принимала. И если это правда, то у вас есть все шансы родить здорового ребенка. Или вы хотите сделать аборт, как того хочет ваш отец? Для меня этот козел не авторитет. Он после смерти матери закрыл меня в интернате на 3 года. А бабушкину квартиру сдавал. А она мне ее завещала. Вы в интернате жили? Вы знаете, как это? Жутко быть одной. Но вы теперь не одна. Поймите это. И должны думать не только о себе, а о жизни другого человека. Привет. Привет. Что там, Валерий? Заехал бы, да сам посмотрел. Да времени нет, куча пациентов. Я знаю, одна наркоманка, а вторая сифилитичка, которую боготворит муж. Я вижу, новости разлетаются со скоростью света. А тебя это еще удивляет? Ну, про наркоманку Бондарев рассказал, а про Рублева весь город знает. Я ничего не знаю. Чокнутый гений. Говорят, вы посылали на биеннале в Венецию, но он не поехал. Жил затворником, из мастерской практически не выходил. Не был женат никогда. Потом вдруг взял и женился на молодой красавице. А красавица у нас, оказывается, с сифилисом. Лиза, ты говоришь непрофессионально. Правда? Да я тебе сейчас скажу профессионально, как врач. Я хочу тебя заранее предупредить. Я не допущу, чтобы она лежала в моем отделении вместе с нормальными женщинами. Посылаю ее к венерологу по месту жительства. Пусть сначала сифилис свой пролечит, а потом уже о детях думает. Слушай, ну горячись такая. Я практически уверен, что у нее антифосфолипидный синдром. У нее же было 2 выкидыша. Может, ты и прав. Ну, тогда у меня все равно нет шансов выносить ребенка. Это мы еще посмотрим. Марьяна, здравствуйте. Готовы анализы, пойдемте в кабинет. Доктор, позвольте мне зайти. Не вижу необходимости. А вы кто, простите? Муж. Проходите. Спасибо. Вот увидишь, Марьяна. Доктор скажет, ошибка. И никакого сифилиса нет. Да, вы знаете, сифилиса нет, но и ошибки нет. Добрый день. Здравствуйте. Моя фамилия Соловей. Да, подождите, пожалуйста, пока я закончу. Я не собираюсь ждать. Почему вы не исполняете распоряжение заведующего консультацией? Еще раз, как ваша фамилия? Соловей. Вы знаете, ваша дочь не хочет делать аборт. Ее вообще никто не спрашивает. Ни я, ни Бондарев, ни другой здравомыслящий врач не будет уговаривать женщину сделать аборт. А в вашей ситуации, когда вы единственный опора для своей дочери… Что вы знаете о моей ситуации? Давайте выйдем. Уважаемый, вы же будете держать на руках внука или внучка. Это же здорово. Мужик, у твоей дочки все в порядке? А у моей нет. Простите, вы не могли бы подождать все-таки? 2 минуты, буквально 2 минуты, я закончу. Предупреждаю, я иду к Бондареву. Прошу прощения. Слышь, Тоня, отстань. У нас и так денег нет, мы все прогуляли. Давай к папашке подкатим. К папашке не подкатим. Мне больше денег не даст, он на аборт расщедрился. А я его киданула. Класс.
Тонька. Тонь, там мой папаша. Меня не видел? Не, Он ушел. ушел. Ты его плохо знаешь. Он меня за руку и на аборт. А я, Тоня, уже не одна. Что там? Такое сложное название. Ну, да, извините. Да, Валентин Иванович. Да, я отпущу пациентов и к вам зайду. Ну вот, уже пожаловался. У вас антифосфолипидный синдром. Просто у женщины во время беременности происходит незначительная перестройка системы свертывания крови. Кровь меньше сворачивается, чтобы был лучший обмен крови между мамой и малышом. Антифосфолипидный синдром – это как раз наоборот, когда кровь сгущается и образуются маленькие тромбы. Но почему? Почему никто никогда не говорил мне об этом? Ну, вы знаете, просто эта болезнь, она протекает незаметно и всплывает во время беременности. И что теперь? Чем грозит этот синдром? Ну, если без лечения, я акцентирую на этом внимание, если без лечения, то могут возникнуть проблемы с вынашиванием на поздних сроках беременности. Просто сосуды плаценты, они будут закупориваться маленькими микротромбами. И могут возникнуть проблемы. Ну, в первую очередь, с малышом может возникнуть синдром задержки развития плода. А с другой стороны, плацента получает микроинфаркты, и может случиться так, что она будет отслаиваться. Но я думаю, что мы этого избежим, потому что я хочу вас положить в отделение патологии беременности. Вам нужно посоветоваться? Нет. Я готова терпеть все, только бы с нашим сыном было все в порядке. Мы уже его любим. Мы уже с ним разговариваем, и мы не можем без него. Наденька, а теперь вот этот мне, да? Да, спасибо. Надюшенька, я обязательно поставлю твой отпуск летом. Тебе давно пора отдохнуть. Очень много работаешь. Ух ты! У нас новый заведующий женской консультацией. Наденька, я вас поздравляю. Роман Алексеевич, я когда-нибудь позволяла подобные шутки по отношению к вам? Нет. Нет? Я позже зайду. Да. Хотел пошутить. Слушаю вас. Присаживайтесь. Роман Алексеевич, ко мне приходил отец Маргариты Соловей. Вы что, нагрубили ему? Ну, что за чепуха? Просто он, видимо, был не в курсе, что женщина сама принимает решение, делать ей аборт или нет. А что Маргарита? Маргарита настроена рожать. Ну, понятно. Ну, так бы объяснили ему. А то отец Соловей обрисовал мне ситуацию совершенно иначе. Ну, просто он не счел должным поговорить нормально. Вот и все. Хотя, с другой стороны, есть резон в его аргументах. Ну, подумайте, девушка-наркоманка, и никто не даст нам гарантии в том, что она не сорвется. И как с таким багажом рожать, а? Валентин Иванович, а вы встречали когда-нибудь идеальную беременную? Вот я лично в своей практике не встречал. И у каждой свой багаж. Ну, давайте мы сейчас сразу каждый будем отправлять на аборт. Ну да. Проходи, садись. Ну что, анализы у тебя хорошие. Молодец. Ты, главное, сейчас не сорвись. Нормально все. Не тянет. Я сегодня целый день воюю. С отцом твоим, с коллегами. Ну что, мы вместе сможем доказать, что они зря наставили на твоем аборте? Не знаю. А что надо делать? Да ничего особенно делать не нужно. Ты следи за собой, за ребенком, не пропускай плановые осмотры. У тебя дома как сейчас? Кроме отца, может кто-то помочь? Нормально у меня. Я на следующей неделе съезжаю от отца. Подожди, куда? На свою квартиру мне бабушка оставила. Ну, а как ты там одна будешь? Так я уже не одна, вы же сами говорили. Подожди, тебе помочь там кто-нибудь сможет? У меня подруга есть, она со мной поживет, мы с ней с интерната вместе. Все понятно. Пиши свой телефон, я оставлю свой, звони мне в любое время. Федь, давай никогда не будем говорить о этом диагнозе. Малышу может быть страшно. Конечно, конечно. Ведь он уже все слышит. Интересно,
А он уже знает, как его папа нашел его и маму. Я обязательно ему все расскажу. Как один сумасшедший ходил за мной день и ночь. Ты совсем не испугалась. Подошла ко мне и сказала, почему вы преследуете меня? Я никогда не забуду, как ты взял меня за руку и привел в свою мастерскую. Конечно. Ведь ты там уже жила в гипсовых и глиняных слепках. Богоматери с младенцем. Ведь это вечная тема, Марьяночка. Я предвидел наше счастье. Ты многое предвидел в жизни. Богоматерь с младенцем. Мой шедевр почти готов в мраморе и в жизни. Спасибо, Танюшечка. Спасибо. Роман Алексеевич, я присяду, вы не против? Не присаживайтесь. Да куда же вы так торопитесь? Не спешите, подождут ваши пациентки. Спасибо за беспокойство, Рита Игоревна. Но пациенты действительно ждут. Роман Алексеевич, вот что спросить хочу. Как там крошка Валерий? Не болеет? Все в порядке? Просто Елизавета Юрьевна грустная ходит. Я боюсь подойти, спросить. Вы не поссорились? Рита Игоревна, а вы с мужем почему развелись? Не, здрасте. Вы, если хотите знать, Роман Алексеевич, я с мужем по большой любви замуж выходила за него. Вот. Но потом он начал пить. Начал меня бить. Я терпела, сколько могла. Потом не выдержала, врезала ему помеж глаз, забрала сына и все. Решила. Ну, конечно. Одной-то ребенка лучше воспитывать. Ну, почему одного? Я, между прочим, еще молодая, симпатичная женщина. Найду себе подходящего мужчину и достойного отца для ребенка. Правильно. Неужто самого Думанского? При чем здесь Думанский? Вообще не понимаю, что это за расспросы, допросы, Роман Алексеевич? Нет, Рита Игоревна, это вы мне допрос устроили. Как поживаем, как себя чувствуем, чего это Елизавета Юрьевна такая грустная, как Валерий себя чувствует. Нормально мы себя чувствуем, не поссорились. Все в порядке. А то я не знаю. Я не Богоматерь. Я твоя жена. Я люблю тебя, люблю. Я знаю. Люблю. Знаю. Только до сих пор не могу понять, почему меня полюбила такая красивая женщина. Возьми трубку. Что ж такое, а? Ром, занят? Нет, сейчас. Елки зеленые. Да пытаюсь девчонке одной дозвониться. Не берет трубку. Ее все уговаривали сделать аборт, а обещал не пропускать плановый осмотр. И не явилась. Я по поводу Марьяны Рублевой. Готовы, да? Ты же говорил быстро. В общем, сочетанная патология. Антифосфолипидный синдром Рублевой обусловлен мутацией гена протромбина. Да, это плохо. Мы неделю как с трудом ее угрозу прерывания сняли. Я у себя, в общем. Ну что, как у нас дела? Еще одна капельница. Не ставить? Ставьте. Давайте-ка мы сделаем небольшую передышку. Марьяночка, вы молодец. Доктор, почему мне так плохо? Ну, на войне как на войне. Кому же на войне сладко? Ничего, мы сделаем небольшую паузу. Капельницу поставим потом. Газетов никаких. Ну, почему никаких? Аспирин в малых дозах и плазмоферез сделали свое дело. Угрозу удалось снять. А, давление как? Давление, похоже, растет, потому что у нее суставы распухли. Нужна капельница. Я знаю. Пусть она немного отдохнет. Мне трудно объяснить. Чувствую, я должен быть там, где Марьяна. Екатерина Сергеевна, разрешите мне быть рядом с женой в палате? Ну, хоть несколько часов в день. Я уверен, что Марьяне так будет легче и мне. Господин Рублев, вы человек известный, и мне очень хочется помочь вам. Но ведь это же все-таки больница, и у нас
нас есть свои правила. Правила не вылечат никого. Правил нет. А есть только то, что подсказывает сердце. Я должен быть с Марьяной. Надежда, я не могу не продолжить своего монолога, который так огорчил вас в прошлый раз. Ну, потому что в прошлый раз вы сидели в кресле заведующего женским отделением, а сейчас вы вообще выгнали его с его территории. Вы неисправимы. Валентин Иванович вышел на минутку, скоро будет. Я пришла уточнить сроки отпуска. А вы собираетесь в отпуск? Да. Скажите, Надежда, вы как любите отдыхать? Валяться на пляже, загорать или активненько, по горам? Ну, я еще не решила, как буду отдыхать. Не люблю однообразно. Вам нужно сменить обстановку. А вы заходите ко мне, я вам расскажу. Я знаю несколько потрясающих уголков нашего замечательного мира. Не помешал? Нет. Валентин Иванович, я вас хотел попросить телефон Маргариты Соловей, ну, отца. Потому что в администрации я был, там телефонов сотрудников не дают. Но у вас наверняка есть его визитка. Угу. А что, уже начались проблемы с этой девчонкой? А я говорил. Так, это здесь. Вот его визитка. Спасибо. Надежда, а вы заходите ко мне, я расскажу вам про места, где можно хорошо отдохнуть. Да, этот расскажет. Вы что здесь делаете? Мне разрешили. Начмед. Савчук. Екатерина Сергеевна. Ну что, как Марьяна, не просыпайся? Пусть поспит. Скажите, доктор, а почему на долю женщин выпадает столько мук? Хорошо, что я тут. И я не только поддерживаю Марьяну, я восхищаюсь ей. Она все выдержит. Это невероятно, доктор. Блин, как мне плохо. Знаю. Потерпи. Сейчас они тебе что-нибудь уколют, и станет легче. Это мальчик. У меня мальчик. Лучше расскажи, где ты 4 месяца шаталась. Я оздоровиться хотела, в село уехала. К бабушке своей подружки. Молоко пить. Попила молоко? Что-то ты плохо выглядишь после свежего воздуха и молока. Наркотики принимала? Нет. Не верю. Роман Алексеевич, порог развития почек, поликистоз. Да. И гипотрофия, задержка внутриутробного развития, и маловодие, и риск возникновения внутриутробной инфекции. Зачем же вы при пациентке? Это непростая пациентка. Пусть она знает, что она своего ребенка чуть не убила. Я же не знала, я не хотела. Что ты не знала? Что не хотела? Давай одевайся и быстро в отделение патологии беременности. Может, мы хоть что-нибудь успеем сделать для твоего пацана? Домой съездить можно за вещами? Нельзя. Ладно, я тогда в коридор выйду, хоть подруге скажу, чтобы не ждала. Она его почти убила. Шансов практически нет. Я не поняла. То есть ты собираешься положить ко мне в патологию беременную наркоманку? Ну, хорошо, давай выбросим ее на улицу. Почему выбросим на улицу? К чему эти крайности? Подготовила отдельное заключение по состоянию плода. Там очень большие проблемы. А почему здесь Надежда Алексеевна? Ты считаешь, что твоих аргументов не хватит, чтобы меня убедить? Подождите. Надежда, вы видели эту пациентку Риту Соловей? Да. Ну вот расскажите Елизавете Юрьевне. Тяжелейшая гипотрофия, задержка внутриутробного развития. При такой гипотрофии нужно лечить антибиотиками. А это значит убить ребенка. Поликистоз почек. В общем, шансов очень мало. Подожди, ты что, меня не поддерживаешь? Я изложила голые факты, но если бы спросили меня, я бы оставила девочку.
нам бы оставила девочку. Ну, считайте, уговорили. Я распоряжусь, чтобы ее положили ко мне. В общем-то, ее уже положили. Не надо на меня так смотреть. Я знаю, что ты бы поступила точно так же. Роман Алексеевич, я могу идти? Да. Ну ты чего? Привет. Я Рита. Я тоже в этой палате. Очень приятно. Я Марьяна. Ты тут давно? Практически всю беременность. Кошмар. Я б тут со скуки умерла. Нет, мне не скучно. Я рассказываю сказки своему мальчику. Пою ему песни. А я из детских только страшилки знаю. Не беда. Я буду петь и для твоего ребенка. А у меня тоже мальчик. Здорово. Значит, буду петь для твоего мальчика. Марьян, тебе что, плохо? Нет, мне хорошо. А что здесь кофта мужская висит? Это моего мужа. Он со мной. Ему разрешили. Он вышел на минуточку. Прикольно, ты с мужем. Альберт, а что ты вечером делаешь сегодня? Слушай, ну этот архитектор, прям лебединая песня какая-то. Я еще в жизни не встречала, чтобы мужик так к женщине относился. Только он скульптор. Да ну ладно. Серьезно? Надо же. От жены ни на шаг не отходит. Прям как архитектор. Слушай, это же не день, не два сидит возле нее, а уже который месяц. Он либо жлоб, либо жмот. Одно из двух. Почему это? Ну как почему? Он же известный человек. Наверняка деньги имеются. Мог бы оплатить. Вокруг его дамы медсестры с утра до ночи дежурили бы. Ну он же это… Ну, это творческая личность. Ну, конечно. Витает в облаках и даже не подумал об этом. Зачем этот рублевый ребенок, не понимаю, он у него мужика. Дитя. Что? Ты, крошечка, что ты делаешь сегодня вечером? Девочка моя, я все купил. Тебе сейчас нужно очень хорошо питаться. Спасибо тебе, мой хороший. Спасибо. Смотри, Марьян. Мальчику нашему слепил. Когда ты успел? Ты же все время тут. Да нет, не все. И мне это не нравится, каждый раз уходить. Я все время думаю, ну как ты тут одна? Уже не одна. Не одна. Девочку положили, Риту. Приятная такая, такое горе. У ее ребеночка какие-то проблемы. Бедная девочка. Очень бедная. Денег просила, я ей дала. Пошла в кафе себе еды купить. Храбрая такая. Рассказывала. Отец хотел, чтобы ей сделали аборт. Она не согласилась. Ты помнишь, наверное, это тот человек, который ворвался в кабинет Широкова. Тонь, привет. Блин, идем отсюда. Куда? Не знаю, тут эти медсестры наезжают. Идем. Слушай, Тонь, у меня деньги есть. Круто она потом будет. А сейчас у меня кое-что есть. Нет, Тонь, я сейчас не могу. У меня там… У ребенка какие-то проблемы. Блин, Ритка, да кого ты слушаешь? Моя мама ж курила всю беременность. И что? Я здоровая, как лошадь. Идем. Ну, идем.
Помогите! Девочке здесь плохо. Я хотела тебя увидеть. Я тебя тоже. Где твой муж? Еду мне домашнюю готовит. Скоро придет. Плохо? Я вижу, тебе плохо. Как ты это все выдерживаешь? А легко. А мне плохо. Я вот к тебе пришла, мне с тобой легче. Меня завтра выписывают. Как выписывают? Ребенок? Ты разве не знаешь? Он у меня мертвый родился. А я так хотела быть не одна. У меня ничего не получилось. Бедная. Бедная девочка. Марьян, что с тобой? Марьян, доктора! Доктора сюда! Срочно доктора! Доктора! Что случилось? Там схватки, у Марьяны схватки. Родзал готов? Родзал готов. Все готовы. Все в порядке. Что тут? Надо бы в зал. Какой родзал? Похоже, уже раскрытие полное. Так, Марьяночка, слушай меня. Рожать будем здесь. Это не страшно. На меня смотрим и дышим. Слышишь? Давай. Вот. Тихо. Давай. Тихо. Так, Соловей, давай отсюда. Так, Вида Игоревна, не отвлекай. Тушься. Давай. Марьяна, солнышко мое. Федечка, присмотри за сыном. Да, конечно. Куда вы несете нашего ребенка? В детское отделение. Это невозможно. Наш ребенок должен быть с Марьяной. Девочка Рита помогала мне рожать. Поблагодари ее. Извините, папаша. Пожалуйста, не волнуйтесь. Ребенок родился раньше времени, но угрозы для жизни нет. А Марьяна, вы не волнуйтесь, она восстановится. Я должен запомнить этот миг абсолютного счастья. Но сердце не дает. У вас сердце болит? Да нет, что вы. Оно разорвалось на две части. Одна тянется к Марьяне, другая к сыну. Они должны быть вместе. Ритка, ты не представляешь, как я рада, что тебя выписали. Ты знаешь, я так переживала, когда ты в больнице под лестницу упала. Так это ты врачей позвала? А кто ж? Я подругу в беде не брошу. Только жаль, с ребеночком так получилось. Блин, носила его. Рит, ну не надо, Рит. Рита, это вы? Ну, я. Хотел поблагодарить вас, сказать вам спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Ну да. Заберите деньги, не надо. Надо. Спасибо, дядя. Рит. Добрый день. Добрый. Федор, вы отдыхаете когда-нибудь? Зачем? Еще никогда мне не было так хорошо, как сейчас. Я больше всего хочу, чтобы Марьяночка и сын мой были вместе. Марьяна, вы как себя чувствуете? Замечательно. А лекарства, о которых я говорил, вы купили? Да, я заказал. После обеда я заеду. Малыш, какой замечательный. Да. Ух, какой крестик красивый. Да, я вылепил, чтобы Бог, дитя мое, увидел и не забыл его. Олесь, ау, там чайник уже закипел. Идем по сигаретке с кофейком. А?
нельзя отсюда уходить? Ну, Лиза, всего лишь 5 минут. Идем. Закрывайте. Господи. Рублев, это ты. Как? Ну как из отделения могли похитить ребенка? Почему на посту никого не было? Дежурная сестра отошла на минутку. Мне нужен список всех, кто был сегодня в отделении. Ну, а полиция ищет ребенка. Ищет подозрительных женщин. Почему именно женщин? Ну, мамочка видела, как из отделения выходила незнакомая медсестра с маской и сумкой в руках. Она была не одна, с ней была еще девушка. Как я мог оставить их? Так, я думаю, доктора родильного отделения должны вспомнить всех подозрительных пациенток, которые были в отделении в последнее время. А что вы имеете в виду под словом «подозрительный»? Но если женщина потеряла ребенка, может, она была в отчаянии? Ну, вообще-то на этой неделе была одна девчонка. Роман Алексеевич, Соловей наркоманка, ей собственный ребенок не был нужен, она ее почти убила. Зачем ей чужой? Напрасно вы так уверены. От наркоманов можно ждать чего угодно. Я найду его. Верь мне. А вокзалы проверили? Хорошо, да, звоните. Не, домой я не поеду, пока мы не найдем ребенка. Все, жду. Угу. Скажите, а вот эта ваша роженица из Векова, у нее описаны симптомы нервного расстройства. Ну, для вас я достану ее координаты. Здравствуйте. Моя фамилия Соловей. Мне секретарь передала, что звонили из роддома, меня искали. Ну что, родила моя красавица? Мужчина, идите, пожалуйста, в приемное отделение и там узнавайте, кто родил. Пожалуйста. Подождите, Екатерина Сергеевна. Скажите, а почему вы решили, что ваша дочь родила сегодня? А что тут было думать? Секретарь передала, я перезвонил Рите, услышал крик ребенка. Она не захотела со мной разговаривать, бросила трубку. Ну так что, она у вас? Это та самая Рита Соловей. Да, та самая. А ваша дочь родила мертвого ребенка больше недели назад. Как мертвого? Так, понятно. Я беру опергруппу, еду к ней. Ваша дочь сейчас где живет? Степной переулок, 6, квартира 8. Может быть, вы с собой Рублева возьмете? Хорошо. У Риты мертвый ребенок. Вас это так удивляет? Вы заказали его убийство еще до его рождения. Сейчас, Марьяночка, сейчас, моя хорошая, сделаем укольчик. Все будет хорошо, сейчас поможем, сейчас колем успокоительное. А сына вашего обязательно найдут. Знаю. Рублев найдет. Конечно, найдет. Обязательно найдет. Конечно. Господи, только бы ребенок нашелся, только бы он был живым, невредимым. Я виновата, не смогла установить железную дисциплину. Ну что? Ну что, ну не молчите вы, ну? У Риты Соловей ребенка нет. Она впустила нас в дом. Да Рита, она обкуренная, подруга в том же состоянии. В общем, там ребенка нет. Я не знаю. А где Рублев? Топчут и топчут целый день, целую ночь. А мне за ними убирать. Мужчина, куда вы? Извините. С ребенком все в порядке. Как вы ее нашли? Где? Когда вы вышли из квартиры Риты и сказали, что там ребенка нет, я сильно пал духом. К Марьяне я не мог показаться, и я решил, что я сам найду сына. Отошел несколько метров от дома Риты, и на земле я нашел вот этот глиняный крестик. А его я сделал
своими руками своему сыну. И вот тогда я понял, что это знак. Понимаете, что мой сын где-то рядышком, где-то здесь. И вдруг из мусорного бака я услышал плач ребенка. Федор, вы устали? Вам нужно выспаться. Может быть, дать вам успокоительное? Нет. Ну что ж, у меня есть все основания для того, чтобы задержать эту Соловей. Богоматерь с младенцем. Мой шедевр. Почему рядом с вами нет места мужчине? Я люблю тебя. Я люблю тебя, Рублев. Давай. Разряд. Еще! Разряд. Роман Алексеевич, без вариантов. Марьяна, вы должны с этим ознакомиться. Я не понимаю, почему она это сделала. Потому что она хотела получить деньги. Государственную помощь, которая полагается при рождении ребенка. Ради этого она сохранила беременность и хотела родить этого ребенка. И похитила вашего ребенка из-за этого. Так что, когда она поняла, что для получения денег ей нужны справки и документы, и когда подозрение может упасть на нее, в общем, вы знаете, что она сделала дальше. Тюрьма не сделает ее лучше. Просто она очень одинока и несчастна. Даже если бы вы просили простить ее, избежать вины невозможно. Похищение человека – тяжкое преступление. Если вы мне понадобитесь, я еще вас вызову. Хорошо. До свидания. До свидания.